Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео мы свяжем вот такой замечательный узорчик спицами. Узорчик совсем не сложный, вяжется он довольно просто, главное понять его алгоритм. С использованием этого узорчика я вязала кофту для дочки, разместив данный узорчик на полочках. Вообще, когда я продумывала дизайн этой кофточки, мне захотелось на полочках связать узорчик, чтобы он гармонично был сходен с узорчиком на спинке, и в вязании узора была какая-то последовательность и повторяющаяся закономерность. И у меня возникла идея такого узора. После выхода мастер-класса кардигана кофты многие, особенно начинающие мастерицы, попросили дать схему узора, так как в интернете не нашлось ни подобного узора, ни подобной схемы. Поэтому для желающих я нарисовала схему от руки и по просьбам начинающих сняла мастер-класс по вязанию этого узора. Кто только собирается связать кофточку по моему мастер-классу, я рекомендую связать для начала узорчик, чтобы понимать его алгоритм, то есть определенную последовательность, тогда вам будет проще ориентироваться с прибавками от регланных линий. А также в конце видео я расскажу, как вводить узорчик в работу по мере прибавления петель от реглана, чтобы не запутаться. Для тех, кто только начинает осваивать вязание, но очень хочет связать данную модель кофточки. Давайте посмотрим на схему узора. Как мы видим, раппорт узора равен 8 петлям, и в высоту раппорт также кратен 8 петлям. Мы просто меняем расположение в шахматном порядке. То есть, если мы вяжем в первой дорожке большой элемент, то в следующей дорожке сначала будет располагаться вот такой сегмент из маленьких элементов. И при провязывании следующего раппорта из 8 петель меняем расположение элементов местами. Здесь будет вот такой большой элемент, следующий после маленьких элементов. Для наглядности покажу образец. Сейчас мы его свяжем вместе с вами. И в процессе вязания разберем схему. Между большими элементами в узоре участвуют маленькие элементы, которые аналогичны элементам, из которых связан узорчик на спинке и на рукавчиках. Раппорт этих маленьких элементов и по горизонтали, и по вертикали равен 4 петлям, то есть все время повторяются вот эти 4 ряда. В раппорте дорожек полочек повторяем высоту 2 раза, всего в этом повторяющемся сегменте их 4 штучки. Обратите внимание, что на схеме все изнаночные ряды я обозначила так, как они должны выглядеть с лицевой стороны. То есть по изнаночной стороне мы все петли вяжем по рисунку. Петли дорожек, соответственно, вяжем изнаночными. Итак, для образца на спице я набрала 21 петлю. Из них 2 кромочные петли, плюс 2 раппорта из 8 петель и между дорожками по одной изнаночной петле. То есть на полочках после планки изнаночная, после 8 петель рисунка вновь разделительная изнаночная. Следующая дорожка из 8 петель, разделяющая изнаночная и так далее. Приступим к вязанию образца. Кромочную снимаем, не провязывая. Перед дорожкой узора вяжем одну изнаночную. Дорожка будет состоять из 8 лицевых петель. И по схеме перенос по 2 петли вправо. Для переноса петель можно воспользоваться вспомогательной спицей, кому как удобнее, я обхожусь без нее. 2 петли снимаем за работой, нить перед петлями. Провязываем 2 следующие лицевые. Подхватываем 2 непровязанные петли за работой на левую спицу, провязанные спереди на правую спицу. Провязываем перенесенные петли. Далее по схеме перенос по 2 петли влево выполняем. Снимаем 2 петли перед работой, нить за петлями, провязываем 2 петли. Возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади на правую спицу. Провязываем перенесенные непровязанные петли.
Связали один раппорт первой дорожки, между дорожками 1 изнаночная разделительная петля, изнаночная. Следующую дорожку мы будем вязать, начиная с 9 ряда, где у нас располагаются 2 одинаковых элементика из 4 петель. Выполняем перенос по одной петле вправо. Снимаем петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю одну петлю, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади провязанную спереди на правую спицу. Провязываю перенесенную петлю с левой спицы. И далее перенос по одной петле влево. Петельку снимаю, нить за петлей. Провязываю следующую петлю, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди провязанную сзади. И провязываю перенесенную петлю. Вяжем второй аналогичный элементик. Снимаем петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю одну петлю, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади провязанную спереди на правую спицу. Провязываю перенесенную петлю с левой спицы. Петельку снимаю, нить за петлей, провязываю следующую петлю, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди провязанную сзади. И провязываю перенесенную петлю. Связали дорожку из 8 петель, вяжем разделительную изнаночную и кромочную изнаночной. Вяжем второй ряд узора. И как я уже говорила, что нарисовала схему так, как она должна выглядеть с лицевой стороны. Соответственно, если мы вяжем поворотными рядами, то по изнаночной стороне 8 петель узора будем вязать изнаночными, а разделительные изнаночные между дорожками лицевыми. Кромочную снимаем, не провязывая. 1 лицевая. 8 изнаночных петель узорчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяем. 1 лицевая, 8 изнаночных узорчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После узорчика 1 лицевая и кромочная изнаночной. И все последующие изнаночные ряды вяжутся одинаково, без изменений. Итак, третий ряд узора. В большом элементе все 8 петель вяжутся лицевыми. Получается, в большом элементе после перекрещивания по лицевой стороне мы провяжем еще 2 раза без перекрещивания. И 1, 2, 3 изнаночных ряда. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 8 лицевых узорчика, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 изнаночная. В дорожке с маленькими элементами по изнаночной стороне мы связали вот этот ряд после перекрещивания. И в третьем ряду у нас идет перенос крайних петель к центру по одной петле влево и вправо и повторение. Вяжем. Снимаем петлю на правую спицу, нить за петлей, провязываем 1 лицевую, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди провязанную сзади, провязываю перенесенную петлю. Снимаю петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю следующую лицевую, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязанную спереди, провязываю перенесенную петлю.
Вот таким образом мы замкнули крайние петли элемента к центру. Повторяем. Снимаем петлю на правую спицу, нить за петлей. Провязываем одну лицевую, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязанную сзади, провязываю перенесенную петлю. Снимаю петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю следующую лицевую, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязанную спереди, провязываю перенесенную петлю. Изнаночная, кромочная, изнаночной. Вяжем 4-й изнаночный ряд. И в большом, и в маленьких элементах провяжем по 8 изнаночных петель. Изнаночные разделительные, с изнаночной стороны лицевые. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 8 изнаночных петель. Одна лицевая, 8 изнаночных петель. Одна лицевая петля, кромочная, изнаночной. Вяжем 5-й ряд. В большом элементе все 8 петель лицевые. А в дорожке с маленькими элементами у нас повторение этого ряда, то есть опять расхождение центральных петель в стороны, вправо и влево. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 изнаночная. Снимаем петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываем следующую петлю, возвращаем непровязанную петлю, подхватывая сзади. Провязываем. Снимаем петлю на правую спицу, нить за петлей, следующую петлю провязываем, возвращаем непровязанную петлю, подхватывая спереди, провязываем ее. И опять снимаем петлю на правую спицу, нить перед петлей, провязываем следующую петлю, возвращаем непровязанную петлю, подхватывая сзади. Провязываем. Снимаем петлю на правую спицу, нить за петлей, следующую петлю провязываем, возвращаем непровязанную петлю, подхватывая спереди, провязываем ее. Изнаночная, кромочная, изнаночной. Разворачиваем вязание и по изнаночной стороне вяжем все петли по рисунку. Я далее изнаночные ряды показывать не буду, тут все понятно. Между дорожками узора по 1 лицевой, а сами дорожки изнаночными по 8 петель. Связала по изнаночной стороне, вяжем 7-й ряд узорчика. В большом элементе перенос по 2 петли к центру, влево и вправо. В маленьких аналогично, только по 1 петле. Когда вяжем основное полотно, в большом элементе до замыкания ряды можно не считать. То есть, когда замыкаем 2-й ярус маленьких элементов к центру, значит в этом ряду замыкаем и петли большого элемента также к центру. Как и в первом ряду, выполняем перехлёст петель от центра и в больших, и в маленьких элементах. Большой элемент в высоту эквивалентен 2 маленьким элементам. 1 изнаночная, 2 петли снимаем, нить за работой, вяжем 2 петли, возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади, провязываем перенесенные петли. И следующий перехлёст, 2 петли снимаем, нить перед петлей,
2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая сзади, провязанные спереди. Провязываем перенесенные петли. Вот таким образом замкнули крайние петли большого элемента к центру. 1 изнаночная петля и выполняем такой же перехлёст петель, только по одной петельке. Крайняя на центральную влево, крайняя на центральную вправо и опять. Крайняя на центральную влево, крайняя на центральную вправо одна изнаночная, кромочная изнаночной. И в завершение раппорта провязываем 8 изнаночный ряд по рисунку. Провязываем его самостоятельно и далее будем менять узорчик местами. Связала. Теперь в первой дорожке вяжем вот этот сегмент из 4 маленьких элементов. А во второй дорожке свяжем один большой элемент. Меняем расположение в шахматном порядке. Вяжем по первому ряду, но в обратной последовательности. 1 изнаночная и перенос по одной петле от центра, элемент из 4 петель. Первую снимаем, нить перед петлей, 1 лицевая. Возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем ее. 1 петлю снимаем, нить за петлей, 1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем ее. Повторяем. Первую снимаем, нить перед петлей, 1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем ее. 1 петлю снимаем, нить за петлей, 1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем ее. 1 изнаночная. И во второй дорожке вяжем большой элемент. Перенос по 2 петли от центра вправо и влево. 2 петли снимаем, нить перед петлями. 2 лицевые петли. Возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая сзади. Провязываем их. 2 петли снимаем, нить за петлями, 2 лицевые петли, возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем их. Изнаночная и кромочная изнаночной. Поменяли узорчик. По изнаночной стороне все петли по узорчику, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Провязали по изнаночной стороне, вяжем 3-й ряд раппорта. Большой элемент продолжаем вязать лицевыми, а маленькие элементы первой дорожки замыкаем к центру. Вяжем изнаночная. 1 петлю снимаем, нить за петлей, 1 лицевая. Возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем ее. 1 петлю снимаем, нить перед петлей,
1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем ее. Повторяем. 1 петлю снимаем, нить за петлей, 1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем ее. 1 петлю снимаем, нить перед петлей, 1 лицевая, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем ее. Изнаночная и 8 лицевых петель большого элемента. Изнаночная и кромочная. 4-й изнаночный ряд раппорта вяжем по рисунку. Связали 5-й ряд раппорта. В первой дорожке повторяем 1-й ряд раппорта маленького элемента. Во второй дорожке большой элемент продолжаем вязать лицевыми. Изнаночная. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. И опять. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. Изнаночная. 8 лицевых петель большого элемента. Изнаночная, кромочная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку самостоятельно. Связали, вяжем по 7-му ряду раппорта. Вяжем эти ряды, замыкая петли элементов к центру. Изнаночная. Крайняя на центральную влево. Крайняя на центральную вправо. Повторяем. Крайняя на центральную влево. Крайняя на центральную вправо. Изнаночная и замыкаем петли большого элемента к центру по 2 петли. 2 петли снимаем, нить за работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем их. Две петли снимаем, нить перед работой, провязываем 2 лицевые петли, возвращаем 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем их. Изнаночная, кромочная. И завершающий изнаночный ряд вяжем по рисунку. Связала по изнаночной стороне, и мы провязали с вами 2 раппорта узора в высоту, только в шахматном порядке. И далее повторяем узорчик в той же последовательности, как мы вязали в первом ряду. В первой дорожке свяжем большой элемент, во второй дорожке свяжем сегмент из 4 маленьких элементов. И в завершении видео небольшой совет для новичков, для тех, кому сложно сразу вводить прибавленные петли от реглана в узорчик с переносом петель.
Можно поступить следующим образом. Вязать неполную дорожку лицевыми до тех пор, пока не наберется 8 петель. Вот, например, связали до этого момента лицевыми, в дорожке образовалось 8 петель и начинаем вязать эту дорожку согласно схеме по узорчику. И в следующей дорожке начать можно с этого момента, когда мы можем связать один маленький элемент из 4 петель, либо опять же, когда набралось 8 петель. И здесь также прибавилось 8 петель. Начинаем вязать дорожку по узорчику. Единственное, следим, чтобы узор был симметрично расположен относительно других дорожек, как мы вязали по образцу. Такой способ вида не испортит, а для начинающих существенно облегчит вязание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!